Друзья, давайте вместе отправимся в по-настоящему захватывающее, глубокое и полное тайн путешествие сквозь толщу веков и бескрайнее пространство нашей планеты, где древние карты Севера, словно волшебные ключи, открывают перед нами удивительную, почти сказочную правду о наших далеких предках и о том мире, который существовал задолго до того, как мы привыкли представлять Арктику. Представьте себе на мгновение. Представьте очень ярко и отчетливо, что Северный полюс, который сегодня для нас ассоциируется исключительно с холодной, суровой, неприступной ледяной пустыней, где царят вечные морозы, снега и льды, когда-то, в очень далекие времена, был настоящим подлинным раем на земле. Теплым, ласковым, цветущим, полным буйной жизни, зеленых лесов, плодородных полей, чистых рек, удивительной гармонии природы и благодатного климата, где люди могли жить в мире, процветании и полном согласии с окружающим миром. Это не просто красивая легенда, не просто фантазия или поэтический вымысел. Это то, о чем красноречиво и убедительно говорят сохранившиеся до наших дней древние карты, многочисленные свидетельства из легенд и преданий самых разных народов мира, а также научные находки, которые постепенно, шаг за шагом, раскрывают нам эту потрясающую картину прошлого. Мы подробно поговорим сегодня о тех поразительных, поистине уникальных документах, которые показывают Арктику совершенно иначе. Как огромный, величественный материк, окруженный кольцом высоких защитных гор, священной вершиной прямо в центре и сетью полноводных рек, по которым можно было свободно и безопасно плавать на больших судах. Эти карты не были плодом чьей-то буйной фантазии или случайным рисунком. Они опирались на еще более древние, возможно, тысячелетние источники знаний, которые чудом дошли до великих картографов прошлого. И сегодня мы очень внимательно разберемся, как именно эти сведения попали к ним в руки, почему они так радикально меняют все наше привычное представление об истории человечества, о климате планеты и о пути, которым шли наши предки. Все это удивительное повествование началось с того знаменательного момента, когда в 1554 году выдающийся фламандский картограф Герард Меркатор, которого по праву считают одним из самых гениальных мастеров картографии всех времен и народов, создал свою знаменитую карту, на которой Арктика предстаёт перед нами в абсолютно неожиданном, революционном и даже шокирующем для современного человека виде. Вместо привычной нам картины сплошного льда, снежных равнин и безжизненной тундры мы видим там огромную плодородную сушу, окружённую сплошным кольцом высоких, могучих гор. А в самом сердце этого древнего континента величественно возвышается священная гора. Точно в точности так, как это описывали в самых древних легендах загадочную прекрасную страну Гиперборею. Гиперборея по всем преданиям была идеальным, почти райским местом, где люди жили в полном мире, гармонии и процветании, вдали от войн, страданий, болезней и любых раздоров. Меркатор, как мы понимаем теперь, не рисовал все это просто с головы, не выдумывал детали из воздуха и не опирался на слухи. Он тщательно и очень ответственно опирался на старые, возможно, невероятно древние карты, которые чудом сохранились через столетия и попали к нему в руки из тайных, тщательно охраняемых источников. Эти древние документы изображали Север не как мертвую замороженную зону, непригодную для жизни и плавания, а как живой, динамичный, судоходный регион с удобными глубокими заливами, полноводными реками и безопасными проходами между островами. И вот именно в 1580 году в Оксфорд приходит по-настоящему важное и информативное письмо от самого Меркатора. Это было не просто дружеское послание. Это было настоящее детальное руководство, практическая инструкция для английских мореплавателей, которые в те бурные времена отчаянно, с огромным риском для жизни пробивались через суровые воды Северного Ледовитого океана в поисках короткого и выгодного пути в Китай, Индию и другие богатые восточные страны. Они хотели любой ценой обойти морскую блокаду, которую установили тогдашние владычицы морей — Испания и Португалия, контролировавшие все традиционные южные маршруты. В своем подробном и очень убедительном письме Меркатор раскрывал перед капитанами настоящий маршрут с массой точных деталей. За островами Вайгач и Новая Земля простирается огромный просторный залив,
который с востока надежно закрывает мощный, выдающийся далеко в море мыс Табин. В этот залив впадают большие судоходные реки, которые текут через всю страну Сирику, то есть через территорию Китая. И по его расчетам и уверенным словам, эти реки доступны для крупных морских судов почти до самой середины материка. Благодаря такому удивительному географическому устройству товары из Китая и всех соседних государств можно было бы доставлять в Англию самым легким, прямым и экономически выгодным путем, без долгих и опасных обходов. Меркатор подчеркивал с особой настойчивостью, что знает о существовании этого выдающегося к северу мыса Табин не только из авторитетных античных трудов Плиния-старшего, но и из других древних писателей, а главное — из некоторых очень старых карт, которые были начертаны, возможно, довольно грубо и схематично, но при этом с поразительной, почти сверхъестественной точностью в ключевых деталях. Он также упоминал результаты своих магнитных наблюдений, согласно которым магнитный полюс находится совсем недалеко, буквально за этим мысом. А вокруг самого полюса и мыса Табин множество опасных скал, подводных камней и труднопроходимых мест, где плавание становится крайне рискованным, сложным и требует большого мастерства от моряков. Эти сведения были по-настоящему революционными, прорывными для своего времени. Меркатор фактически раскрывал тайны, которые, казалось бы, были известны только узкому кругу посвященных и тщательно скрывались от обычных людей. Теперь давайте очень внимательно и неспешно разберемся, откуда же у Меркатора взялись эти удивительные, поистине бесценные карты и знания. Скорее всего, они пришли к нему из тех же секретных архивов и тщательно охраняемых тайных источников, откуда столетием раньше черпал свою бесценную информацию великий Христофор Колумб перед своим легендарным и обессмертившим его именем плаванием. Ведь Колумб, как мы теперь понимаем, отправился в неизвестность вовсе не по чистой интуиции или слепой удаче. У него была настоящая тайная книга, добытая из секретных хранилищ, где подробно описывались далекие западные земли, острова и берега, полные богатств, металлов, драгоценных камней и других сокровищ. Точно такая же история произошла и с турецким адмиралом Пири Рейсом, который в 1513 году создал свою поистине знаменитую и загадочную карту, на которой была изображена не только Южная Америка в тех границах, которые еще не были известны европейцам того времени, но и, что особенно поразительно, Антарктида. Огромный материк, который официально открыли только гораздо позже, в 1820 году, русские мореплаватели Беллинсгаузен и Лазарев. Сам адмирал Пири Рейс на полях своей карты честно и открыто признавался, что копировал древний документ, восходящий ко временам Александра Македонского. Он прямо писал, что генуэзец по имени Коломбо нашел книгу, в которой прочитал о дальних западных берегах и островах, полных богатств. Хотя сам адмирал никогда не выходил в плавание дальше Средиземного моря, его картографические знания опережали буквально всех великих открывателей той эпохи на многие десятилетия и даже века. К сожалению, северная часть карты Пири Рейса до сих пор не найдена и остается для нас загадкой. Но многие серьезные эксперты и исследователи уверены, что если она когда-нибудь отыщется, то идеально совпадет с тем, что позже с такой точностью нарисовал Герард Меркатор. На своей собственной знаменитой и очень детальной карте Арктики Меркатор изобразил легендарную Гиперборею с потрясающей, почти невероятной для того времени детализацией и точностью. Это был огромный величественный материк, который частично уже погрузился в воды Ледовитого океана, оставив после себя массу островов, расположенных возле магнитного полюса. Там же на карте очень узнаваемый и точно показан Кольский полуостров. Для XVI века это было настоящим картографическим чудом и прорывом, потому что в то время европейские представления о Северной Европе были очень приблизительными, схематичными и часто ошибочными. Например, в знаменитой истории северных народов и в морской карте, составленной шведским ученым Алаусом Магнусом, Кольский полуостров изображали всего лишь как узкий тонкий перешеек, соединяющий океан с Белым морем. А само Белое море рисовали как небольшое внутреннее озеро почти на месте современной Ладоги. Меркатор же знал правду гораздо глубже и смело, уверенно наносил на карту пролив между Азией и Америкой.
тот самый знаменитый пролив Аниан, который гораздо позже получит имя Беринга. Этот пролив, кстати, появлялся на очень многих европейских картах XVI века. У Себастьяна Мюнстера, Баттисты Аньезе, Джакомо Гастальди, Болнини Зальтерио и Абрагама Артелия. Даже великий русский царь Петр I во время своего знаменитого путешествия по Европе узнал об этом проливе и загорелся идеей открыть для русских кораблей прямой, удобный путь из Ледовитого океана прямо в Тихий. В одном из своих разговоров со своим ближайшим сподвижником, генералом-адмиралом Федором Матвеевичем Апраксиным, Петр с уверенностью говорил, что этот путь на карте проложен не зря, не случайно, и что русские исследователи вполне могут оказаться удачливее и настойчивее голландцев и англичан в поисках этого важного прохода. Особый, почти магический интерес у всех мореплавателей того времени вызывал другой географический фантом — мыс Табен, который с античных времен притягивал первооткрывателей к себе, словно мощный магнит. Англичане и голландцы отнеслись к информации, полученной от Меркатора, очень серьезно, можно сказать, с настоящим благоговением и доверием. Они упорно, снова и снова штурмовали тяжелые льды Северного Ледовитого океана, параллельно занимаясь активным шпионажем в пользу своих корон. Особенно настойчиво и целенаправленно они стремились попасть именно в устье Оби, потому что твердо верили, по рекам можно напрямую, без лишних обходов, добраться до Китая. Ведь главный приток Оби, могучий Иртыш, действительно берет свое начало далеко в Китае под названием Черного Иртыша, пересекает обширные территории Синьцзяна и после озера Зайсан становится полноводной, мощной рекой, которая в итоге впадает в Обь. Но на практике для больших парусных кораблей того времени это было почти невозможно. В верховьях Иртыш просто не был судоходен, течение слишком сильное, а русло сложное. Тем не менее, древние карты внушали мореплавателям абсолютную, непоколебимую уверенность в том, что в далеком прошлом Ледовитый океан был полностью судоходным, открытым и безопасным для плавания. А это значит, что эти карты отражали совсем другую, гораздо более древнюю эпоху, когда климат был мягким, теплым, льдов почти не существовало, и плавание вокруг магнитного полюса было обычным, повседневным делом для древних моряков. Сам Меркатор, судя по всему, даже не подозревал, что полученные им сведения относятся к гиперборейским, очень отдаленным временам. И он искренне, от всего сердца считал, что Северный морской путь остается свободным и доступным и в его собственном XVI веке. Голландцы, как и англичане, тоже не сидели сложа руки и не жалели ни сил, ни средств, ни человеческих жизней на поиски долгожданного северо-восточного прохода в Индию и Китай. Вильям Баренц, знаменитый и отважный штурман экспедиции, имел при себе карту, где пролив Аниан был обозначен четко, недвусмысленно и с большой уверенностью. А магнитный полюс располагался именно в том месте, которое предсказывал Великий Меркатор. Возможно, Баренц видел своими глазами или хотя бы слышал подробные рассказы о тех самых грубо начертанных древних картах, которые когда-то попали к фламандскому мастеру. Голландцы предприняли целых 3 смелых, рискованных попытки штурма Арктики. В 1596 году Баренц успешно обогнул Новую Землю с севера, но его корабль сразу же, почти мгновенно попал в страшную ледяную ловушку. Льды сжали судно с такой чудовищной силой, что обшивка трещала и скрипела, и моряки в ужасе с холодным потом на лбу слушали эти зловещие звуки, которые предвещали беду. Корабль выдавило на лед, и началась одна из самых ужасных и легендарных зимовок в истории европейцев в Арктике, первая в своем роде. Моряки с огромным трудом и мужеством построили дом из сибирских деревьев, которые течение принесло из далекой тайги. Они день за днем боролись с белыми медведями, голодом, цингой, полярной ночью, невыносимой стужей и пронизывающим ветром. Все это было настоящим, жестоким испытанием на прочность духа и тела. Весной, когда в живых осталось всего 15 человек, они приняли тяжелое решение бросить застрявший корабль и на 2 сильно перегруженных шлюпках двинулись домой по постоянно штормящему, опасному океану. Баренц умер с картой в руках, до самого последнего вздоха веря и надеясь, что желанный пролив находится где-то совсем рядом, буквально за горизонтом. Его имя навсегда осталось на карте мира. Баренцево море носит его имя по сей день. А вот адмирала Корнелия Ная, который командовал всей экспедицией,
почти никто не помнит и не вспоминает. Но настоящими, подлинными героями покорения Севера, людьми, которые оставили самый яркий и героический след в истории, стали именно русские первопроходцы. Отважные, неукротимые казаки и землепроходцы. В 1648 году казак Семён Иванович Дежнёв вместе с 25 своими товарищами на кочах, больших открытых всем ветрам лодках, прошел тем самым легендарным носом, который далеко, очень далеко выдавался в море. Их суденышки выбросило на берег у реки Анады. Люди были голодны, совершенно раздеты, босы, измучены. Они шли по бескрайней тундре целых 10 недель. Многие погибли от холода, голода и лишений. Но именно Дежнёв первым в истории доказал существование пролива между Азией и Америкой. В его подробном донесении говорится о том самом носе, который выходит далеко в открытое море, о 2 островах, где живут чукчи с врезанными зубами и прорезанными губами, украшенными костяными вставками. Этот мыс сегодня по праву носит имя Дежнёва. Русские землепроходцы были настоящими пассионариями, людьми с неукротимой внутренней энергией, которую давала им сама сибирская земля, ее мощная электромагнитная и торсионная сила, сама природа и космос. Солнце, каждое утро встающее на востоке, словно огромный магнит тянуло их вперед, не позволяло остановиться. Они не остановились даже на Тихом океане. Аляска, Алеутские острова и даже далекая Калифорния почти на 1,5 века стали русскими землями. Это было предопределено самой геокосмической обстановкой той эпохи, самой судьбой и энергией, которую невозможно было игнорировать. А теперь давайте очень подробно и неспешно перенесемся мысленно на Новосибирские острова. Целый огромный архипелаг, расположенный в самом сердце Ледовитого океана, на стыке моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря. Эти острова — Котельный, Большой и Малый Ляховские, острова Делонга и многие другие — когда-то в далеком прошлом были частью гораздо большего, единого материка. Их открыли еще в XVII веке казаки-промышленники Пермяков и Вагин, а окончательно и по-настоящему освоил купец Иван Ляхов в 1773 году. Екатерина Великая дала ему исключительное, особое право на промысел мамонтовой кости и песцов, и острова были названы в его честь как особая милость. В 1809-1810 годах Матвей Гедемштром и Яков Санников очень подробно, с большой научной тщательностью описали Новую Сибирь. Именно оттуда, с высоты острова, Санников впервые увидел загадочную, манящую землю, которую потом искали больше 100 лет, пока в 1937-1938 годах советские летчики и моряки не доказали окончательно, что это был всего лишь огромный, временный ледяной остров, созданный природой. В 1990 году на островах архипелага обнаружили по-настоящему богатые и перспективные залежи полезных ископаемых. Целый шахтерский городок с жилыми домиками, буровыми установками и всей необходимой техникой тащили по зимнику из Тикси через Нижнеянск и мыс Святой Нос. Караван шел почти целый месяц по льдам и снегу, все было доставлено на место, но реформы 90-х годов заморозили проект. И эти огромные богатства до сих пор лежат нетронутыми, дожидаясь своего часа. Самое поразительное, самое чудесное открытие на Новой Сибири — это так называемые деревянные горы. В толще пород там находятся сплошные, невероятные скопления целых стволов деревьев и огромные линзы бурого угля. Ученые после тщательных исследований уверены, 1000 лет назад здесь был совершенно теплый, мягкий климат. Росли не только обычные сосны, но и гигантские, экзотические секвойи, которые сегодня мы привыкли видеть только в далеких южных регионах. Гольфстрим в те времена направлял свои теплые, ласковые воды не к Шпицбергену, как сегодня, а прямо к этим островам, согревая весь регион. И сейчас, прямо на наших глазах, берега архипелага продолжают медленно, но неумолимо уходить под воду. До 20-30 метров в год. Многие острова уже полностью исчезли с карты. Васильевский, земля Санникова, земля Гиллеса, земля Андреева, острова Меркурия, Фигурина и Диомида. Все они — остатки древнего, некогда огромного материка Арктиды,
который погиб в результате глобальной, катастрофической катастрофы около 11542 года до нашей эры, как это точно указывают древние календари египтян, ассирийцев и майя. Многие серьезные исследователи Арктики, опираясь на научные данные и древние тексты, считают, что еще совсем недавно по геологическим меркам Арктика была совершенно другой — живой, теплой и гостеприимной. Древние литературные источники — священная Авеста, индийские Веды, эпос Махабхарата, греческие мифы и предания — рассказывают об Арктиде как о настоящей прародине древних ариев. Это была удивительная страна, где солнце не заходило за горизонт целыми месяцами, где один год равнялся одним суткам, где стояла высокая священная гора Меру, вокруг которой кружили знакомые нам созвездия Большой Медведицы и Кассиопеи. Греки называли жителей этой земли гипербореями, счастливым, мудрым народом, жившим за Рифейскими горами в полной справедливости, питавшимся только плодами земли и не знавшим войн, насилия или раздоров. Даже северное сияние древние люди описывали как гигантского сверкающего змея, который извивается по ночному небу, переливаясь всеми цветами радуги. Норвежец Фритьёф Нансен, знаменитый исследователь Крайнего Севера, позже видел это явление своими глазами и сравнивал его именно с огненным змеем. В Ведах упоминаются апсары, блистающие водяницы, рожденные радугой. А на карте Меркатора вокруг полюса четко и ясно изображен большой цельный материк, разделенный 4 широкими реками-проливами на 4 огромных острова. Трагедия Арктиды описана в древних преданиях с большой эмоциональной силой и детализацией. В Ведах вождь людей по имени Ману получил прямое предупреждение от Творца, который явился ему в образе огромной мудрой рыбы. Грядет страшный потоп, который зальет всю землю и погубит все живое. Ману построил большой корабль и спас на нем все живое, что смог собрать. У древних славян в их сокровенных сказаниях говорится о земле Ойрасской, которая погибла в огне, в воде, снеге и льде. Царь Сварог вместе с 12 своими сыновьями вывел послушных людей на юг, в новые земли. Они взяли с собой только самое необходимое — немного скота и птицы, и после долгого плавания нашли новую, зеленую, плодородную землю. Остатки той древней, легендарной Арктиды — это сегодняшние Новосибирские острова, Новая Земля, земля Франца Иосифа и многие другие северные архипелаги. Возможно, именно здесь, в этих местах, была настоящая колыбель наших предков. Находки мамонтов, костей крупных травоядных животных, следов древнего человека на Крайнем Севере от 5 до 50 тысяч лет назад подтверждают, что люди жили здесь в теплые благодатные времена и чувствовали себя как дома. Ученые всего мира еще продолжают спорить и вести исследования, но память о том рае на севере живет в древних картах, в легендах разных народов и, самое главное, в нашей собственной крови и генетической памяти. Эта удивительная история напоминает нам всем, что прошлое нашей планеты и человечества гораздо богаче, глубже и удивительнее, чем мы привыкли думать в повседневной суете. Оно полно тайн, которые только начинают открываться. Спасибо, что прошли этот длинный, полный открытий путь вместе со мной сегодня. Пусть эти древние тайны Севера вдохновят вас на новые размышления, на собственные поиски истины и на новые открытия в своей жизни. До новых встреч в следующих рассказах.